Добрый вечер, уважаемые друзья. Начинаем наш вечерний лайв. Как обычно, за неделю накапливается много событий. Сейчас мы обсуждаем международную повестку раз в неделю. Таковы реалии, потому что, да, в начале войны вы хотели каждый день, а сейчас, я смотрю, мои программы «Выборы» и интервью набирают хорошие просмотры, а геополитика, если ее делать чаще, чем раз в неделю, немного. Раз в неделю в самый раз, поэтому давайте, что же интересного произошло за прошедшую неделю. Начнем с ситуации на фронтах. В направлении Липцов у оккупантов нет продвижений. Западнее Волчанска тоже нет продвижений, и Старица не оккупирована. Идут бои за дороги в том направлении. Давайте посмотрим нашу карту, чтобы вы имели себе представление. То есть, по сути, она не сильно изменилась за прошедшие несколько дней. В самом Волчанске, который вы видите на карте, там к нему движется вот эта правая раковая опухоль российская, у них есть небольшое продвижение. На разных участках оно составило до 1,7 километров, то есть 1700 метров. Но это за 3 дня. Deep State пишет, что одна из групп оккупантов дошла до моста через речку Волчья, который отделяет северную часть города от западной, но была ликвидирована. В северной части города оккупанты занимаются мародерством в лучших своих традициях и выносят все ценное из домов проживавших там людей, которые сейчас находятся в эвакуации. Давайте посмотрим видео. Все то же самое, что они делали везде, во всех оккупированных городах, куда им удавалось зайти. И недаром шутят люди, что надо было просто вдоль границы между Россией и Украиной вывалить там несколько десятков тысяч унитазов, там какие-то, я не знаю, что там они обычно еще воруют, и тогда они бы застряли на несколько лет. Но нет, к сожалению, этого сделано не было, поэтому они грабят те населенные пункты, куда засовывают свои рыла. Президент Зеленский приехал в Харьков и провел там ставку, военную ставку на фоне активации россиян в Харьковской области. Президент Украины заслушал доклад военных о том, как идет наступление РФ и ближайших перспективах его развития. Планы россиян максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться там сорваны, заявили в Генштабе. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Ситуация контролируется, сказано в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Тем временем стало известно о первых расстрелах. К сожалению, оккупанты расстреливают гражданских, как это было и под Киевом. Там это было более массово. Здесь, тем не менее, это тоже происходит на окраинах Волчанска. Об этом сообщил глава МВД Украины Клименко. По словам министра, один из жителей города пытался убежать пешком, отказался выполнять команды, и россияне его убили. Кроме того, российские военные, которые пытались закрепиться в Волчанске, не позволяют местным жителям эвакуироваться. Людей начали похищать и сгонять в подвалы. Есть в интернете также видео, которое я вам не буду показывать. Там инвалид на инвалидной коляске пытался тоже уехать из Волчанска. Его застрелили оккупанты, и вот он прямо в этой коляске и сидит там убитый на окраине дороги. Так вот это, к сожалению, такие новости приходят. Но теперь к хорошим новостям. Мощнейшая атака на этой неделе была по российским регионам со стороны Вооруженных сил Украины. Сотни дронов атаковали Россию, а также объекты оккупантов, которые находятся на оккупированных территориях. Рашисты, конечно же, заявили, что они все сбили, все нормально, все отлично, но на самом деле нет. И сейчас вот некоторые заметные их цели мы с вами обсудим. Сначала давайте посмотрим, почему у нас такая тишина в чате. Модератор с нами есть сегодня или нет? Почему-то мне ничего никто не пишет. Ладно, подождем, может быть какой-то сбой. Кроме того, российские паблики пишут о том, что вооруженные силы Украины потопили в Севастополе малый ракетный корабль «Циклон». Это российский военный корабль. Пишут, что это очередное корыто Черноморского флота было поражено ракетами от АКМС, американскими, теми самыми, да. 6 российских военнослужащих заминусованы и еще 11 раненых. Крымский ветер сообщает о том, что «Циклон» пропал с радаров,
с поверхности воды после ночной атаки. А в воскресенье украинские военные потопили минный тральщик «Ковровец». Издание пишет о том, что Украина могла нанести по нему удар от АКМС тоже. Взорвав этот российский минный тральщик, Украина фактически раскрыла секрет, что да, у нее есть от АКМС с 470-фунтовыми боеголовками. Forbes пишет о том, что и это может означать две вещи. Во-первых, Украина получила 170-мильные М48 или 190-мильные М57 от АКМС с 470-фунтовыми боеголовками в дополнение к М39 и М39А1 от АКМС с суббоеприпасами. Кстати, 170 миль, даже если брать 170 миль, это где-то, наверное, километров 250, 190 и того больше, более 300. Представьте себе. Короче, теперь в Крыму не будет ни один военный объект так называемой федерации в безопасности. Я уж не говорю про один мостик, который там есть, и который... Все больше у меня есть предчувствие, что вот совсем скоро, вот совсем буквально скоро ему станет очень и очень плохо, потому что если, допустим, одновременно 50 ракет от АКМС выпустить по Крымскому мосту, он пойдет вслед за всеми теми кораблями, которые уже давно ожидают его на дне и зовут его, и скучают и так далее. Второй момент, на который обратил внимание Forbes, то, что М48 и М57 более точны оказались, чем предполагали многие наблюдатели. То есть вот эти от АКМС оказались, представляете, бьют на расстояние в 300 километров и попадают в корабль, в небольшой. То есть это точность невероятная. И это, конечно, тоже очень радует, потому что мост тоже не очень широкий, поэтому по нему тоже нужно попасть. Так, вот и подоспели наши... приветствие. С нами сегодня Брест, Тецкань, Кривой Рог, Кагул, Хертоп, Майами, Рыбница, Кишинев, Москва, Батьям, Штефанводы, Испания, Рожкановка, Италия, Черкащина, Ясы, Германия, Львов, Люксембург, Сочетень, Черновцы, Ботаника, Страшень, Шалдонежд, Литва, Бельцы, Афины, Болонья, Таллин, Вильнюс, Рим, Северный Кавказ, Очаков, Прага, Буюкань, Кодру и другие. И, друзья, как обычно, я вас прошу, не забывайте в начале этого видео ставить ваши лайки, и я всегда повторяю, что это не потому, что вот нам подтешить свое тщеславие, хотя не без этого, конечно, но это нужно для того, чтобы искусственные алгоритмы YouTube и Facebook, они когда видят, что много людей нажимают лайк, они говорят, ага, это классное видео, надо показать его большому количеству людей. И таким образом наши видео набирают просмотры. Поэтому вот не примените оказать нам такую поддержку. А у кого есть возможность поддержать нас материально, то это было бы вообще просто идеально, потому что, приближается следующий месяц, нам, как обычно, надо покрывать наши расходы. Поэтому кто хочет оказать нам посильную поддержку, хоть что-то, знаете, как на наших, у нас несколько сот тысяч наше ядро, вот на всех платформах, где мы транслируемся, наши постоянные зрители, суммарно несколько сот тысяч. Если бы каждый из них перечислял по $1, то мы бы сделали лучшее телевидение в Молдове, эфирное, с 24 часа вещаний. Но, к сожалению, этого не происходит. Поэтому, хотя бы те, кто вот имеет возможность, поддержите нас. Ладно, едем дальше. Информация об отсутствии фортификаций в Харьковской области, которую очень интенсивно разгоняли и некоторые адекватные вполне себе СМИ, и некоторые неадекватные, и некоторые открыто пророссийские. Так вот, информация о том, что фортификаций нет, это российская пропаганда. Об этом заявил советник главы Офиса президента Лещенко. Этот вброс подразумевает очень понятную цель. Во-первых, посеять панику, во-вторых, рассорить украинское военное руководство с местными администрациями, подчеркнул он. Поэтому, друзья, я всегда говорю, мы живем в состоянии войны. И Россия, она, наверное, ни в чем так не преуспела, как в информационных войнах. Вот это единственное, что у них получается качественно. Поэтому не ведитесь, когда что-то видите, какие-то вбросы, что завтра захватят то, послезавтра это, а вот здесь все плохо, а Россия процветает. Не ведитесь. Они... Геббельсы экстра-класса в пропаганде, поэтому, да, вбросы идут много, качественно. И самое главное, что они не идут со стороны России. Они знают, как вбросить так через вот людей, которые где-то, вот знаете, он как бы полу туда, полу сюда, и вот потом мы это все расхлебываем. Поэтому будьте внимательны, не ведитесь на эти вещи. Так, перед тем, как перейти к другим темам, давайте один вопрос. Андрей, почему Россия
России акцентировали внимание, Россми акцентировали внимание, что иранский Раиси отрицательно взлетел именно на старом американском вертолете. Ну, потому что нашли след, они видят след, ты туда не ходи, там следы, снег башка будет падать. Мы поговорим про Раиси, конечно же, подробнее остановимся, но это ближе к концу передачи. Еще одна новость, которая, мягко говоря, странная, хотя так, если подумать, вообще не странная. Дело в том, что Starlink Илона Маска отключился, когда пошло наступление Российской Федерации под Харьковом. Об этом сообщает The Washington Post. Спутниковые системы Starlink неожиданно вышли из строя в первый день наступления российских войск в Харьковской области, говорится в расследовании The Washington Post. Как пишут журналисты, это помешало украинским военным, которые используют Starlink для обеспечения связи и управления разведывательными беспилотниками, и также отслеживать перемещение российских сил, наступающих в Харьковской области. По данным VP, такое отключение произошло впервые с начала полномасштабной войны. Да, помните, было, когда украинцы пытались бить по Крыму, и тоже у них неожиданно отключались, вот была атака там на катерах на Крым, и у них отключился Starlink, и пропала связь с этими десантными группами, то есть уже такая одна подлянка была. Но тогда как бы Маск сказал, я не поддерживаю ваши атаки на российскую территорию, хотя где там в Крыму российская территория. Но сейчас произошла ситуация вообще беспрецедентная, когда Россия пошла в атаку, у Украины пропала связь, неожиданно. Да, в определенный момент мы остались совершенно слепыми, сказал для УИП командир одной из бригад ВСУ с позывным «Артист». По его словам, в какой-то момент дроны просто пропали. Представьте себе. Ну, да, знаете, тут можно, конечно, сказать, что это были вот как раз в эти дни были сильнейшие магнитные бури, когда началось российское наступление, там, по-моему, 10 числа, прямо тогда сильнейшая очень там за 20, по-моему, лет магнитная буря. И действительно, Маск жаловался тогда, что спутники Starlink получили перегрузку от того, что были атакованы этими частицами космического излучения, солнечного излучения. И может быть это, я не знаю. Но может быть, конечно, не исключаю, что вот какая-то гнида подыгрывает рашистским оккупантам. Такое же тоже может быть. Да, поэтому вот эти вещи надо, конечно, подробно расследовать. Ну и как бы, конечно, доверие к этому Starlink'у резко падает, потому что зависит он непонятно от чего. То ли от Солнца, то ли от Солнцеликова. Да, ну, еще из хороших новостей, на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму там был массированнейший удар со стороны Украины, и ударили по главному складу ракетно-артиллерийских вооружений воинской части 80-189, и по данным движения ТЭШ на этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, те самые ракеты, которыми бьют по Украине. Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации этого склада боеприпасов. В результате атаки по аэродрому Бельбек повреждены 2 самолета МиГ-31, повреждена система ЗРК С-400 и склад горюче-смазочных материалов. Как пишет Астра, ссылаясь на собственные источники, также пострадали 13 оккупантов и 2 задвухсочены. Сначала первый удар был в ночь с 14 на 15 мая. И в результате этого первого удара были уничтожены 2 истребителя-перехватчика МиГ-31, а также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Тогда же были ранены 11 оккупантов. Позже, ближе к утру 15 мая, ракетой был поражен ЗРК С-400 в районе поселка Вишневое, в результате чего 2 служащих ВС РФ погибли и еще 2 были ранены. Короче, вот это те самые АТКМС приходят в Крым, и я думаю, там не пройдет и месяца, ни один военный объект не останется, который бы не узнал, не познакомился поближе с этими американскими дальнобойными ракетами. В результате атак, вот те, которые произошли за последний период, украинских дронов по территории уже самой России, я имею в виду настоящей России, не оккупированных территориях, а российских территориях, выведено из строя около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Об этом говорит Bloomberg. То есть, представьте себе, 14% это уже весьма и весьма серьезно, и как бы процесс продолжается. Вот на этой неделе утверждает Россия, что сбивали дроны над Татарстаном, но, знаете, они когда каждый раз говорят «сбивают», они не говорят
сбивают чем? Иногда они сбивают нефтебазы, иногда сбивают каким-то производством военным, иногда сбивают воинской частью, иногда толпой солдат, постоянно вот сбивают чем-то таким. Так вот, да, и вот нефтеперерабатывающие мощности России сейчас потихонечку заваливаются на бок. Издание сообщает, что из-за потери России части мощностей к середине марта внутренние цены выросли на 20-30%, а чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка РФ, пришлось остановить экспорт. Чтобы смягчить последствия этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на 6 месяцев, начиная с марта, и начала импортировать нефтепродукты, то есть, готовый уже бензин, из Беларуси. И хотя планировала еще из Казахстана брать, но все-таки решили брать из Беларуси отгрузками по РЖД, а не другими видами транспорта. Видимо, нефтепроводам не доверяют, боятся, что и по ним что-то прилетит. Теперь хочу одну новость вам прочитать, которая очень важная, но сначала давайте... Здравствуйте, Андрей. Общество озлобляется. Часто слышу разговоры в обществе, в общественных местах, как со стороны путинистов, так и со стороны проевропейских граждан. Чего ожидать? Это результат слабости власти? Мы как раз об этом поговорим тоже. Вот прямо вы читаете мои мысли. Сегодня мы поговорим и об этом чуть дальше. И именно про молдавскую ситуацию. Да. Так вот, есть там такой один из главных фашистов в России, Дугин, Александр Дугин. Он написал, это было вчера, 19 мая, с завтрашнего дня, то есть сегодня, с завтрашнего дня, на всей пока еще не освобожденной территории Украины начнется масштабная подготовка к восстанию против нелегальной и нелегитимной диктатуры кровавого клоуна. Уже понятно, к чему идет дело. Дело потихоньку идет к развязке, к расплате и восстановлению справедливости. Сейчас, как никогда, важно поднажать с обеих сторон. Я не знаю, насколько он владеет информацией по датам, но, судя по всему, что-то подобное и происходит, потому что вы видели, например, сейчас могли видеть во многих телеграм-каналах фотографии с протестами водителей фур, которые перекрыли трассу Одесса-Киев. И это как раз один из любимых инструментов Москвы. Они использовали его в Европе, в разных странах, в Польше, в Германии, в Австрии и в других. И вот сейчас используют в Украине. Может быть, что-то будет еще, пока я не знаю. Но это то, что вот они пытаются ситуацию изнутри раскачивать. Да, в Украине это сейчас очень тяжело сделать, потому что там сейчас на чеку все общество и СБУ. И каждый раз, когда вот что-то такое вот имеет запашок, душок, как со стороны Москвы пованивает, то моментально как-то все на это реагируют. Но тем не менее, они будут пытаться эту ситуацию раскачивать под любым предлогом. И знаете, как, я смотрю по ситуации у нас в Молдове, ведь еще те, кто вчера изображали противников путинского режима и даже сторонников европейских, типа европейский цивилизационный выбор, сегодня они сбросили маски, собираются там все вместе за одним столом, обсуждают, как сделать так, чтобы свернуть Молдову с пути на Запад. И вот это потому, что Россия уже не ждет ни от кого каких-то, знаете, игр в долгу. Нет, они хотят здесь и сейчас. Покажи, как ты за Россию. И это будет происходить и в Украине. То есть они поднимут всю свою вот агентуру спящую, которую еще можно поднять, потому что многие, знаете, как подумают, да, плевать, сдавайте. Лучше так, чем попасться на горячем и получить пожизненное. И в Молдове тоже будут такие. Конечно, пока мы не избавимся от таких персонажей, то мы будем постоянно под угрозой. И вот в назидание вот этим вот слабоумным я хочу показать вам сейчас одно видео. Это жители оккупированного Мариуполя. Их кинули русские, и им обещали жилье взамен разрушенного, говорили, отстроят город. И действительно, какие-то дома там строят. Но, сюрприз, это жилье просто продается. Притом продается приезжим из России. А местным показывают большой-большой фигу. Давайте посмотрим это видео. Мариуполь превратился в большую стройку. Мариуполь словно одна большая строительная площадка. Сегодня готовы 6 новых 10-этажек. Всем жильцам только спокойствия и уюта в новых квартирах. Нас кинули, нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Мы жители города Мариуполя, с левого берега, район стадиона «Азовсталь». Здесь мы прожили 36 лет. Это наш дом. По Артема 88. Проспект Металлургов, дом 81. Нахима 82. Этот дом стал переулок Черноморский 1Б. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку, меняют адреса и кадастровые номера. Вот как видите, сзади меня началось строительство нашего дома.
но этот дом идет под ипотечное жилье. Спрос на уютную недвижимость взлетел после нового маршрута в Крым через новые регионы. Большая часть интересующихся – москвичи, говорят продавцы. Особенно на жилье в центре Мариуполя засматриваются молодые семьи. Признаются, сейчас это выгодно. Почему отбирают, почему отжимают квартиры законные? Понимаете, мы же поверили, мы пережили все вот это вот происходящее в городе, выползли из подвалов, бомжи, у нас ничего не осталось. А что нам остается? Нас же освободили. Понятно. Власти есть. Кому верить? И сколько мы не писали в Москву, и все письма наши возвращаются на Пушилина. Пушилин посылает в райадминистрацию нашу приморскую. Там все смеются, прям глазам на пол говорят. Мы с вас смеемся, как с дураков. ДНР вообще нас ущемляет вопреки Конституции Российской Федерации. Когда будут соблюдаться местной властью законы РФ и остановить беспредел ДНР в нашем городе? Желающие в основном это приезжие. Тот же ближний ДНР, это Макеевка, Донецк, даже Луганск. И заканчивая Сибирью. Сибиряне тоже присматривают у нас морской бриз. Вы извините, господа, уже время сколько прошло. Дайте нам на старости пожить в своих квартирах, умереть в своих квартирах, в конце концов. Я вот инвалид. Оккупанты продают квартиры, а нам не дают. Пришли сюда, чтобы вот это нам все натворить. Скажите, как мы можем быть за вашу власть? Мы уже в отчаянии. Будете вы меня слушать или не будете, нам уже терять нечего. Мы уже потеряли все. Да, мы потеряли все в полном смысле. Мы потеряли все, у нас сгорело все. Знаете, они просто тупые, вот реально, потому что вас же обещали вас освободить. Вас освободили от жилья, от имущества, от перспектив, от всего. Чего же вы тогда возмущаетесь? А чего вы ждали от русского мира? Вот он так пришел, сначала разрушил ваши дома, а потом посмеялся вам в лицо, потому что нельзя же быть такими дебилами. На что вы надеялись, когда звали Россию к себе в город? Посмотрите на Абхазию, на Осетию, на так называемое Приднестровье. Кто из них процветает? Нищета, разруха, беспросветность – это и есть русский мир. Вы этого хотели? Вот, кушайте теперь большой-большой ложкой. И не нойте, что вы написали письмо Путину. Ползите на коленях в Москву. Это тоже ничего не даст, но хотя бы больше посмеемся с вашей глупости. Да, давайте еще вопросы, потом меняем тему, переходим в Европу. Андрей, думаю, что план Б РФ после Киева за 3 дня, в кавычках, это шантажировать ЕС потоком беженцев, поэтому они долбят крупные города. Одессу еще для подогрева ждунов. Наши близко, но Харьков, видимо, доступнее. И это тоже, да, это один из планов. Понимаете, на самом деле там, что у них в голове, вообще непонятно. Там суть в том, что они не могут остановить войну. Несмотря на то, что постоянно вбрасывают эту информацию, что скоро будет мир, скоро будет мир. Давайте чуть дальше поговорим по этому поводу этого «скоро мир». Да, но сначала новость тоже этой недели. Покушение на премьера Роберта Фица в Словакии. Пророссийский премьер, и в него стрелял известный местный писатель, либерал Юрай Цинтула. Мы все, конечно, вспомнили, когда это покушение произошло, ведь тоже на Балканах произошло убийство эрцгерцога Фердинанда, с чего началась, в общем-то, Первая мировая война. Все, конечно, слегка поднапряглись, но... В итоге, во-первых, его не убили, во-вторых, там все не так, как было тогда. Фица отвезли быстро на вертолете в больницу, у него ранение в живот и в руку. В общем-то, да, была тяжелая операция, тяжелые сутки у него, но в итоге сейчас его здоровью вроде бы, говорят, ничего не угрожает. Напомним для себя, вспомнить, чем прославился, в кавычках, этот Роберт Фица. Словакия при нем, вот он недавно стал премьером, заблокировала выделение пакета военной помощи Украины от Евросоюза, не от Словакии, они заблокировали помощь Евросоюза на 40 почти с половиной миллионов евро. Фица обещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, так как это самая большая бессмыслица, по его словам.
Также он заявил, что Словакия перестанет передавать Киеву военную помощь. И таки, да, при нем сейчас они не передают военную помощь. Хотя здесь есть нюанс. Он не запретил заводам Словакии, которые там много оружейных заводов, продолжать продавать оружие. Ну, как бы американцы дают деньги, украинцы покупают оружие, в том числе и у Словакии. Но бесплатную помощь они перестали поставлять. Также он высказал мнение, что военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведет лишь к увеличению числа жертв. И утверждал, что санкции против России негативно отражаются на жителях Словакии. Подчеркивал, что для прекращения конфликта в Украине придется отдать России часть территории Украины. Короче, типичный такой вот ватный, просто удивительно, как в такой нормальной стране вот такие вот недоразумения могут приходить к власти. Стрелявший в Фица мужчина, скорее всего, принадлежит к пророссийской военизированной группировке. Об этом говорит журналист-расследователь Сабол Чпани. По его словам, 71-летний писатель Юрай Чентула может быть связан с Славянской Бранчи. Это парамилитарная группировка, которая действует в Словакии с 2012 года. И по данным СМИ, вот эти Славянские Бранчи сотрудничала со словацким отделением путинских байкеров «Ночные волки». А ее членов тренировали бывшие российские спецназовцы. Так что вот такой момент. Ну, конечно, в России ищут след, как обычно, след США и Украины. И вот Симонян буквально сразу, как появилась эта новость, она сделала выводы. Она вообще как бы за выводами в карман не лезет. Они у нее на языке крутятся постоянно. И сразу после информации о покушении написала: «Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началось в результате разгула украинских неонацистов, и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают», написала Боброедко. Понимаете, быстро вычислила сразу, кто это вот. Но ей не повезло, потому что, то есть, покушавшийся оказался известным человеком. Это не какой-то там, знаете, что можно было пытаться натянуть сову на глобус. Известный человек с достаточно такими праволиберальными взглядами, то есть, да, такое тоже бывает. И, в общем-то, сам этот Юрай Чентула заявил, что сделал это покушение, потому что не согласен с политикой правительства. На самом деле, то есть, тут я не хотел бы пытаться найти какую-то большую в этом политику, даже если он связан с какой-то пророссийской группировкой, или даже он не связан, тут никакой разницы нет, потому что это, по итогу, это выходка одного человека, возможно, с нестабильной психикой. И на самом деле сам этот Фица буквально за месяц до этого покушения говорил, что в обществе слишком сильно нагнетается негатив, что это может закончиться чем-то плохим. И таки это так произошло. А на самом деле вот я подумал, а у нас в Молдове что не так? Ведь у нас 2 года нагнетается жесточайший негатив. И вот посмотрите, как, ну, условно говоря, когда на каком-то поинте или еще там на каком-то дерьмоканале выкладывают новость, что Украина атакована ракетами, сколько там восторженных лайков, сердечков, типа, и правильно все. То есть, конечно, эти люди, они реально люто ненавидят и молдаван, и украинцев, и мечтают, чтобы нас всех разбомбили. И вот это вот оно в обществе, оно бродит. Вот это вот. И в ответ, конечно, мы тоже не особо как бы будем жалеть, если с ними что-то плохое случится. Это взаимный негатив, тут как бы не надо пытаться изображать из себя невинность, но к чему это может привести, не знаю. Может ли у нас быть такое покушение какое-то, кто-то психанет, что-то вытворит? Все может быть. Ну, в идеале для России вот это нагнетание конфронтации, они хотят, чтобы у нас дошло до коллапса государственных институтов и желательно большой крови. Тогда вот прямо для них это будет просто, ну, победа прямо идеальная, потому что дойти до нас они не могут, а вот чтобы у нас внутри полыхнуло, да так, чтобы вот прямо государство завалилось на бок, вот они будут от этого просто в восторге. И пока мудрость побеждает, но вот тем не менее, то есть, знаете, это может как бы не может продолжаться так стабильно вечно, потому что пока эта пятая колонна, она продолжает жить среди нас и продолжает вот это вот все, что они делают, то есть по-любому может привести к чему-то плохому. Поэтому тут, конечно, нам надо думать, как вот против этого бороться, но не просто продолжая, вот они нас ненавидят, а мы их еще больше ненавидим. Нет, нужны какие-то практические шаги. Ненависть — это, знаете, как только нервы тратятся. А что-то практическое делать, как от них избавиться, чтобы вот они не представляли угрозу, я не знаю как, но тут власти, вот пусть у них голова пухнет об этом, потому что это их работа, они за это деньги получают, и их для этого и выбирают, чтобы обеспечивать стране стабильность и безопасность. Так что вот так. Ну и, конечно, из хороших новостей, которые на этой неделе я не могу не упомянуть, сейчас, одну секундочку.
Это победа украинского боксера Александра Усика, который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Я вам сейчас объясню, как это связано с политикой, потому что спортивный комментатор, что ли. Нет, я хочу сказать пару слов про политику, но сначала просто, кто не знает эту новость. Александр Усик впервые за 25 лет стал абсолютным чемпионом, первый, он стал впервые за 25 лет, а вообще из всех. То есть абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Это прямо историческое достижение. Он победил Тайсона Фьюри. Ну, кто видел этот бой, то есть Тайсон Фьюри — это просто громадный мужик, который на голову выше Усика. И вот Усик его оторвал. И кстати, этот Фьюри до этого не проиграл ни одного боя в своей карьере. У него 34 победы. Это очень-очень серьезный противник. И у него грязный стиль ведения, то есть он такой, очень своеобразный боксер. Его практически невозможно нокаутировать, и сложно накидать ему по очкам. Но вот Усик его переиграл в скорости, в нокдаун его отправлял. В общем, показал чистый красивый бокс. При том, что, кстати, Усик не супер тяжеловес, он почти всю свою карьеру дрался в категории до 90. Вот сейчас он ради этого боя, он набрал вес, он сейчас, у него что-то, по-моему, 105 килограмм или что-то такое. И вот в итоге вот он дрался с этим громадным просто амбалом и победил. И при том, что разница в весе у них 18 килограмм и 15 сантиметров разница в росте. Так вот, почему я об этом говорю? Дело в том, что была ситуация, когда Усика начали гнобить. У него там были некоторые заявления, связанные с Крымом, и там, короче, некоторые дела он делал, которые лучше бы не делать, и слова говорил, которые лучше не говорить. Но несмотря на то, что тогда на него покатили негатив, много негатива, и в итоге все-таки ему дали шанс. И я думаю, что украинцы не пожалели о том, что дали ему второй шанс, и иногда так надо делать, в жизни давать людям вторую возможность. И вот сейчас он приносит колоссальную имиджевую пользу Украине, вот, тем более, что, знаете, он так выглядит, как, очень колоритно, он именно вот как стиль такого казака средневекового. И вот он показал себя просто мега эффективно. Следующая новость, к которой я хочу перейти, это визит Пу к Си. Поговорим и об этом. Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпиня посетил Китай 16-17 мая. Об этом сообщили в Кремле. То есть, прошло всего 1 неделя с момента инаугурации Путина, и он первый же визит, буквально через неделю, отправляется за границу. Не в страны СНГ, не в Беларусь, не в Европу, как бывало прежде, в Китай. К старшему брату, другу, товарищу, начальнику Си Цзиньпиню. В истории правления Путина, который заступил на свой 5-й срок, это самый стремительный выезд за границу за все его многочисленные 5 инаугураций. Он после каждой инаугурации выезжал, но было как? В 2004 году он через 2 недели после инаугурации отправился в Украину на встречу глав государств, участников соглашения о формировании единого экономического пространства. То, что они пытались тогда, помните, делать этот Таежный союз и прочая вот эта вот вся фигня, вот это происходило в Украине. В 2012 году Путин начал свой 3-й президентский срок с визита в Беларусь, спустя через месяц после инаугурации. При этом оттуда он полетел прямиком в Германию и Францию. То есть вот как бы показал приоритеты. Самый большой перерыв между инаугурацией и первым зарубежным визитом у Путина был в 2018 году. Тогда он первый визит совершил в Австрию. А в этом году Путин устремился в Китай спустя всего 1 неделю после инаугурации. Это очень показательно, потому что, знаете, как считается... Первый визит – это в самую важную страну или для самых важных встреч. Самая важная страна сегодня для России – это Китай, от которой она зависит почти полностью. И вместе с Путиным в Китай отправилась громадная делегация, там министр обороны, глава МИД Лавров, секретарь Совбеза Шойгу, вошли вице-премьеры Мантуров, Новак, Голикова, Трутнев, и глава Минфина Силуанов, и глава РЖД Белозеров, и помощник президента Орешкин, глава Центробанка Набиуллина, глава Росатом, Роснефть, ВТБ, Сибур, ВЭП, потащил с собой всю свою шайку. Что по этому поводу можно сказать? Сначала хочу, знаете, немножко, чтобы для ха-ха. Лавров, который он высказал совершенную какую-то дичь, просто хочу, чтобы вы послушали, он фактически назвал Путина ишаком Си Цзиньпиня. Послушайте сами. Сегодня и завтра очень подробный и обстоятельный визит нашего президента сюда. В том числе приготовлены, например, неформальные какие-то моменты.
чаепития, может быть, да? Можете рассказать что-то Вы вот, знаете, неформальных? гость, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина, поэтому все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все эти детали были согласованы по линии протокола, так что все зависит от хозяев. Я не знаю на Востоке чего такие поговорки, может, Восток Рублевского шоссе или не знаю, какой Восток и чего про хозяина. Я, в общем-то, абсолютно унизительная поговорка и никогда в жизни ее не слышал, но тем не менее, да, вот так они себя видят, что они ослы Си Цзиньпиня. На самом деле Путин и Си, у них есть много чего общего. Оба выстроили авторитарные вертикали власти, при том, что Китай до этого, до Си Цзиньпиня, там была сменяемость власти регулярная в рамках Компартии, но тем не менее люди менялись. Сейчас уже не меняется и, видимо, до смерти Си меняться не будет. Оба жестко подавляют несогласных. Притом сейчас Путин, в том числе в этой поездке, перенимает опыт создания вот этого цифрового концлагеря, как в Китае он действует уже очень много лет. Оба претендуют на то, что они будут править пожизненно, то есть они себя не видят вне президентской должности. Оба себя считают собирателем земель. Ну, как бы Си еще не успел собрать, хотя он, ну, Гонконг, наверное, не в счет, а вот то, что Тайвань, он туда заглядывается, это факт. Ну, Путин успел наворовать чужих земель много. Путину 71 год, Си будет 71 год через месяц. Вот так. Но, хорошо, вы спросите, а что с этим вообще визитом? Вот поперлась такая огромная делегация. Наверное, есть какие-то достижения. На самом деле никаких достижений нет. Потому что, да, Путин во время выступления похвалил китайские машины, как здорово, что их все больше в России. Хотя при этом премьер-министр новый говорил о том, что еще чуть раньше, что это вообще очень плохо, и что они окончательно убивают российский автопром. Хотя на самом деле и нет никакого российского автопрома, это все миф. То есть сейчас они просто продают китайские подделки. Но с экономикой между ними все как раз очень плохо, потому что товары России в Китай не идут. Китай не принимает к себе российские товары. А китайцы закупают у России нефть, газ, там еще что-то за юани, чем, кстати, Путин этому страшно радуется, по своей глупости, потому что тратить их обратно нужно опять в Китае. То есть, получается, Россия в абсолютной зависимости попадает от Китая. Ну и, конечно, отдельный предмет гордости, с которого стебется весь интернет, что они подписали соглашение о том, что Россия будет поставлять в Китай топинамбур. Если кто не знает, что это слово означает, это земляная груша, это такой, ну, как бы, я его ел, нормальная штука, может быть, говорят, даже полезная, но сказать, что это нанотехнологический прорыв, поставлять овощ, я думаю, это овощ, наверное, поставлять в Китай этот овощ, что-то мне кажется, что это вот, ну, не то, о чем мечтал Путин. Уже с этого много стебутся. Мне особенно понравилось, как у Белковского, он сказал, что теперь у нас не два партнера, как Гвинея-Бисау. Раньше у России были два партнера, Гвинея-Бисау, а теперь еще третий партнер топинамбур. То есть теперь прорыв России будет просто обеспечен. А поскольку это возобновляемый продукт, то есть это прямо нанотехнологичный прорыв, да. Но по итогам этого визита тоже на пресс-конференции Путин сделал неожиданное заявление, которое все цитируют, о том, что на сегодняшний день у него нет планов взятия Харькова. Чем он всех удивил, как вообще, а зачем туда лезут, непонятно, но планов нет. Опять-таки, во-первых, ему верить нельзя ни в чем, в принципе, во-вторых, это, знаете, как, ну, не получилось, мы и не хотели, как у них обычно. То есть он видит, что они вот за уже сколько, 10 дней идет, более 10 дней идет наступление, и, в общем-то, продвинулись на 1,5 километра, понятно, что такими темпами они только до Харькова, который прямо у границы, они будут еще идти до осени, чтобы подойти к окраине города. Взять его уже, соответственно, будет просто невозможно. Тем более, что они еще не прошли даже первую... Там идет как? Идут 3 линии укрепления. Первые 2 — это обычные траншеи, там какие-то насыпи, что-то там, минные поля. Вот стационарная 3-я мощная линия укрепления, она находится далеко, то есть они до нее даже не дошли, потому что ее нельзя было строить прямо возле границы под обстрелами. Ее строили там на 10 километров или сколько от границы. То есть они к ней даже не подошли, даже близко. Поэтому какие там могут быть продвижения, но тем не менее, эти моменты надо очень четко себе понимать. Короче, визит в Китай, он ни о чем. Да, ходят разговоры, что там
Си навязал Путину какой-то план перемирия, на который тот должен согласиться, а если не согласится, то Си ему покажет там китайский, сделает из него утку по-пекинскому. Не знаю, правда это или нет, потому что в реальности, да, мы, конечно, хотели бы, чтобы что-то подобное было, потому что Си Цзиньпинь до этого летал во Францию и разговаривал с Макроном, то есть он прилетал туда, и то есть он что-то хотел от Макрона. И говорят, что Макрон ему поставил условие, что он должен нагнуть Путина. Произошло это или нет, мы пока не можем сказать. Мы увидим это в ближайшее время, потому что, товарищ Си, он не шутит. Он, я думаю, что дал какой-то срок Путину, если это все правда. Если нет, знаете, на самом деле сейчас... Зимой этот разговор был актуальный, о том, что надо как-то, что-то делать, потому что ситуация, они рвутся к Харькову, они рвутся к Одессе. Сегодня, когда пришли уже боеприпасы, когда мы видим, что их наступление, по крайней мере, под Харьковом захлебнулось. Да, может быть, еще будут волны, может быть, даже они еще продвинутся. Но это не наступление, когда армия идет в атаку, то есть они буксуют. Это примерно то же самое, что происходило с Украиной на запорожском направлении прошлым летом. То есть тоже, вроде бы бросили все силы, прошли 10 километров за 3 месяца. Вот у России примерно то же самое. То есть у них не получается наступать, это видно уже сегодня очень четко. При том, что в Украину пришли боеприпасы, при том, что сейчас выносятся тылы на 300 километров по всему периметру, при том, что на подходе самолеты, которые вот-вот уже будут в каком-то серьезном количестве. Поэтому, знаете как, нет, мир, конечно, это хорошо, это было бы просто прекрасно, но мир на нормальных условиях, не на условиях насильника и агрессора. Это не мир, это капитуляция. Такой мир никому не нужен. Потому что, представьте себе, подписать сейчас мир, это значит просто отложить на пару лет вторую войну, третью или четвертую, любую. Поэтому это, конечно, не выход. Да, но и в продолжение того, что Россию потихонечку душат, США вводят запрет на импорт российского урана. Джо Байден подписал уже этот указ, и этот закон запрещает импорт необлученного, низкообогащенного урана, и это приведет к исторической серии действий, это цитата, которые укрепят энергетическую и экономическую безопасность США за счет сокращения и в конечном итоге устранения зависимости от России в области гражданской атомной энергетики. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Запрет на импорт уранового топлива вступит в силу примерно через 90 дней, хотя Министерство энергетики США сможет временно приостанавливать его в случае перебоев с поставками, передает Reuters. РФ – это крупнейший в мире поставщик обогащенного урана. Из России поступает около 24% уранового топлива, которое используется на атомных электростанциях США. В марте отказаться от ядерного топлива в ЕС призвал премьер-министр Бельгии Александр Де Крoo. По его словам, в 2022 году 30% обогащенного урана в ЕС поставлялись из России. Это практические шаги, потому что, знаете, когда они говорят, что нет, мы санкции, да, но уран будем покупать, и алюминий будем покупать, и там еще что-то будет, и нефть разбавленную будем. Нет, то есть надо санкции, так санкции. И да, мы с вами это 100 раз разбирали о том, что если кто-то ждет от санкций прямого, быстрого, заметного эффекта, не ждите. Вот его просто не будет. Я говорил это еще с первых месяцев войны, не ждите, что быстро что-то произойдет. Но то, что они имеют накопительный эффект, и то, что ситуация там деградирует в экономике очень сильно, и то, что даже уже сама Набиуллина говорит, что, скорее всего, им не удастся удержать рубль, и начнется серьезная инфляция, то есть это она говорит, это которые там должны быть вообще оптимисты и говорить, что наоборот, скоро вообще доллару вашему кирдык. Нет, но они говорят, что ситуация у них очень плохая. Так что санкции работают, но в стратегической перспективе. Тактически, да, сегодня они незаметны никак, но тем не менее. И давайте теперь поговорим про Иран, но сначала есть парочку вопросов. Андрей, Донецк полностью оккупирован русскими? Вопрос. Или часть Донецка контролируется Украиной? Нет, Донецк, город, оккупирован полностью с 2014 года. Но Донецкая область, нет, она не вся оккупирована до сих пор, там, я не знаю сколько, по-моему, что-то в районе 40% до сих пор контролируется Украиной. С Луганской хуже, там совсем остался буквально какой-то хвостик не оккупированный, там пару процентов, но Донецкая область частично оккупирована, а Донецк, да, с 2014 года оккупирован.
Добрый вечер. Есть вопрос. Украинцы смогут удержать оборону, поскольку агрессор со стороны России начал интенсивнее в пропаганде об Одессе, что они скоро вернут свои исконные земли? Не ведитесь на эту пропаганду, потому что я даже не представляю, как это возможно. Хорошо, давайте пофантазируем. Они выходят с Крыма, как они тогда полезли, и идут куда? Они упираются в Днепр, который перед Херсоном, который сейчас фактически штурмовать под обстрелами, притом сверхточными дальнобойными ракетами, это невозможно. Это просто, я думаю, что этот уже этап невозможно пройти никак. Дальше куда они идут? Под Николаевым там еще реки. И, то есть, я просто не представляю, как... И тогда, в первое наступление в 22 году, они имели прикрытие, то есть корабли российские стояли прямо на рейде Одесского порта. Сейчас это невозможно. То есть они не могут подойти там на 500 километров, их уничтожают издалека, эти Нептуны и так далее, эти ракеты. Поэтому я даже не представляю, как это может быть. Ну вот расскажите мне, как может быть, я тогда пойму. А то, что они пугают, нагнетают, так это понятно для чего. Чтобы склонить украинское общество на согласие на любые переговоры. Ладно, давайте, говорите любые ваши условия, только не захватывайте Одессу, Киев и все остальное. Да не могут они захватить. Вот наступление на Харьков, массированное, масштабное наступление. То есть, ладно, город они не могли взять, это я сразу сказал. Невозможно группировкой в 50 тысяч человек взять такой громадный город. Но они дойти до него не могут. Это о чем говорит? Ну, про что мы вообще говорим? Так, Молдова готовится не к Евросоюзу, а к войне. Ну, я не понимаю вопрос. Мы хотим вступить в Евросоюз. К войне мы не готовимся. У нас просто впервые, наверное, за 30 лет наша армия стала армией. В том плане, что она проводит учения, она получает какое-то современное вооружение. То есть, армия, наверное, для этого, не для того, чтобы строить дачи генералам и копать картошку. Если есть армия, она должна быть армией. Если нам не нужна армия, мы говорим, окей. То есть, знаете, кстати, я думаю, что если Украина и Румыния уже в НАТО, если Украина вступит в НАТО, нам реально можно распустить армию полностью. Вот реально. Оставить какой-то спецназ для каких-то там эксцессов, там, атака террористов или еще что-то, и все. Зачем армия, когда мы окружены двумя странами НАТО, которые нам, через них никто не пройдет? Тогда да, есть в этом смысл. Пока, к сожалению, это не так. Браво, че есть Макар о емисюне пентру адискиди оки кончицени ноштри про Русь. Да, спасибо. Всегда приятно, что когда замечают наши старания. И всегда говорю, что вы можете нам помочь. Распространяйте это видео, скидывайте вашим знакомым, скидывайте в группы в разные, там, Facebook и так далее. Ну, поддерживайте материально, кто имеет такую возможность. Да, про Иран. Вчера появилась новость. Президент Ирана Раиси летел, он был в Азербайджане с визитом, и потом летел в Тебриз, это иранская провинция Восточный Азербайджан, на границе, то есть у них есть внутри Иран, вот как вот в Молдова, вот у румын за прутом их область называется Молдова. Так и там в Иране есть Азербайджан, который граничит со страной Азербайджан. Так вот, он летел на вертолете. До этого он участвовал в встрече с президентом Азербайджана Алиевым. Они участвовали в церемонии открытия дамбы на реке Аракс. Была очень плохая погода, и вертолет иранского президента пропал с радаров в горной местности. Это город рядом с городом Верзиган, недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту у вертолета также находился губернатор провинции Восточный Азербайджан и министр иностранных дел Хусейн Амир Абдулхалиян. Два вертолета, которые сопровождали их, долетели, благополучно приземлились там, где надо. Говорят, а где вертолет президента? А нету его. Ну и потом началась какая-то дичь, типа вышли на связь с двумя людьми из этого вертолета, они передали координаты. Потом появилась фотография, как он выходит из вертолета. Короче, это все были фейки. По итогу вертолет нашли, он упал, разбился, все, кто был в нем, погибли. Президент Ирана мертв. Какие это может иметь политические последствия? Во-первых, начнем с того, что его обязанности переходят к Мохаммеду Махбери, это его вице-президент, и Reuters сообщает о том, вот несколько фактов об этом человеке. Ему 68 лет, он первый вице-президент Ирана, который, согласно Конституции, он исполняет временные обязанности президента в случае его гибели. Мохбер родился 1 сентября 1955 года, как и Раиси, он считается близким человеком к верховному лидеру Ирана Али
Хаминеи, Махбер стал первым вице-президентом в 22 году, когда Раиси был избран президентом. Махбер входил в группу иранских чиновников, которые посещали Москву вот сейчас в октябре, полгода назад, и договаривались о поставках ракет класса «Земля-Земля» и беспилотников для российских военных. Об этом сообщают источники Reuters. А в 2010 году Евросоюз включил Махбера в список физических и юридических лиц, против которых введены санкции за предполагаемое участие в деятельности, связанной с ядерным оружием или баллистическими ракетами. Что это все значит? Тут очень важный момент, который надо понимать, вот анализируя ситуацию в Иране. Президент в Иране – это не главное лицо. Вот так. В Иране главное лицо – это аятолла, то есть это духовный лидер Ирана, и он фактически управляет. И хотя аятолле, действующему Али Хаминеи, ему 85 лет, но, в общем-то, да, понятно, что он, наверное, задумается, кому передать власть, кто будет его преемник, но, тем не менее, он сам в физическом порядке, еще бодрячком там ходит, бегает, и, как пишет Financial Times, именно аятолла Хаминеи принимал решение о недавнем массированном ударе по Израилю. Тогда 300 беспилотников и ракет были направлены на удар по Израилю. Это означает, что пока жив Хаминеи, никакие инциденты внутри Ирана не поменяют его политику, ни внешнюю, ни внутреннюю. Тем более, что Раиси, в общем-то, тоже был ставленником этих клерикальных религиозных кругов, и поэтому, в общем-то, они все как бы заодно. Поэтому в политике там ничего меняться не будет. Но все же могут быть изменения. Почему? Дело в том, что чисто на психологическом уровне в иранском обществе сейчас они видят для себя открывающееся окно возможностей. Президент мертв, временный президент, впереди выборы. У них как бы выборы, почти, можно сказать, выборы. Да, конечно, тоже с там, элементами фальсификации, не без этого, но тем не менее. И, конечно, это может подтолкнуть к протестам, какой-то внутренней дестабилизации. У них там очень серьезно идет внутренний конфликт. Конфликт, я даже сказал, конфликт поколений, потому что вот с одной стороны есть вот этот, знаете, клир религиозный, зажравшийся, которые контролируют все ресурсы государства, которые они элита, они сверхэлита, то есть они возомнили себя прямо вот людьми высшего сорта. И есть бедная молодежь, которая не видит никаких перспектив, никаких социальных лифтов, не видит ничего хорошего в жизни. То есть страна 40 лет под санкциями, старые города, старые техники, там, каждый раз, когда землетрясение, там целые города разваливаются, потому что как бы все у них на самом деле очень так себе. И, конечно, вот этот вот контраст, он способствует. У них за последний год было несколько массовых восстаний, которые были подавлены очень жестко. Там оппозицию казнят, но, тем не менее, все равно они протестуют. Поэтому, в общем-то, вот эта смерть президента, она может подвигнуть людей к тому, вот у них открывается надежда, выборы. Вот сейчас мы выдвинем своего человека, который, он поменяет Иран, там, поможет снять санкции, не знаю, что как бы вернет страну в мир. Но, скорее всего, им это не удастся на выборах. Не для того там эта клика захватила власть, чтобы поделиться ей с кем-то. А это значит, что могут после выборов начаться уже прямо полномасштабные протесты по итогам выборов. Если они там все, условно говоря, между собой народ видит какого-то лидера оппозиции, хотят голосовать за него, а в итоге победит там какой-то очередной ставленник этих аятолл. Так что это, в общем-то, вот такая вот ситуация, что было бы неплохо в любом случае, потому что Иран, будучи составной частью вот этой оси зла, Россия, Иран, Китай, то есть если выпадает одно такое вот звено, достаточно мощное, которое очень интенсивно помогает сейчас России оружием, это хорошая новость, то есть что у них может там произойти какие-то дестабилизационные моменты. Это пошло бы на пользу для мирового спокойствия, чтобы они на какое-то время замкнулись внутри себя, что, в общем-то, я много раз говорил, если в России начнется гражданская война, это будет просто прекрасно для всех остальных соседей, потому что они нас оставят на какое-то время в покое, а может быть навсегда. Поэтому вот мы будем надеяться, что так оно и произойдет. Так, давайте еще парочку вопросов. Один, по крайней мере. Кстати, Андрей, я видел видео с Коношенковым, где он признался военным, что врал. Это дипфейк или реально? Я не видел это видео, но мне даже странно как-то, что вы это пишете. Признался, что врал. Я бы удивился, если бы появилось видео, где он сказал, слушайте, я там в один день я вышел и сказал правду.
Вот я ну нифига себе. Он сказал правду, да и не может быть. А то, что он врал, мы с вами что, это не видели? Когда с первого дня войны он отчитывался там, что все самолеты Украины уничтожены, все системы ПВО подавлены, все захвачено, там уже... Он врал все время, нон-стоп. Поэтому, да, может быть, в какой-то день он по ошибке однажды не соврал, а сказал правду. Вот это он мог рассказать. И про то видео, про которое вы говорите, я не знаю. Все, друзья, мы почти час в эфире. Завтра у нас программа «Выборы». Будем говорить про местную политику. Я сегодня посвятил полдня, искал гостя на четверг. Пока у меня ответа нет. Я говорил с представителями премьер-министра Молдовы, я говорил с представителями спикера парламента, я говорил с представителями некоторых министерств. Пока ответ не дал никто, и у меня смутное подозрение, что ответ никто и не даст. Тогда будем звать оппозицию, но видите, тут, к сожалению, такое, знаете, как яркая оппозиция. Я даже не знаю, кого звать. Вот, кстати, пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть, потому что, да, я тогда сказал Дадон, но я так понял по вашим комментариям, что вы не особо хотите его видеть. Окей, я, честно говоря, тоже не особо, но просто кого-то же надо звать. И нужны какие-то яркие, интересные люди, чтобы было не скучно с ними провести время. Поэтому вот пишите, и завтра тоже пишите, еще пока есть время, еще 3 дня, может быть, кого-то из тех, кого вы предложите, мы и позовем. На этом я с вами прощаюсь, увидимся завтра, всем доброго, пока.